Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Июнь для вас про дом, внутреннюю опору, семью и чувство безопасности. Многое будет происходить не на показ, а внутри, в ваших чувствах, отношениях с близкими, в вашем понимании, что для вас действительно важно. Захочется стабильности, уюта, тишины. Возможно, вы примете решение переехать, начать жить по-новому или переосмыслите, с кем хотите делить свое личное пространство. Кто-то займется ремонтом, кто-то оформлением документов, у кого-то поднимется тема родных и заботы о них. Но при этом вопросы денег, ресурсов и самооценки тоже будут в центре внимания в июне. Могут прийти идеи, как по-новому зарабатывать или куда вложить силы, чтобы было больше уверенности в завтрашнем дне. Возможно, вы пересмотрите свои расходы или наоборот решитесь на крупную покупку, связанную с жильем, техникой и стабильностью. В любом случае, деньги в этом месяце — это не просто цифры, это внутреннее ощущение, что вы справляетесь и обеспечиваете себя. У многих овнов в июне будет прозрение, как будто откроются глаза на то, что раньше казалось для вас нормой. Это может касаться вашего будущего, обучения, планов на переезд или даже вопросов веры и мировоззрения. Июнь будет насыщенным месяцем, но без суеты. Он просто может дать вам углубиться в себя и укрепить фундамент своей жизни. А уже ближе к концу июня начнет формироваться новое внутреннее решение, с которого начнется следующий важный этап в вашей жизни. Вы можете почувствовать, что да, теперь я к чему-то готов или готова. Обязательно смотрите гороскопы правильно, не только по знаку зодиака, который вы знаете, то есть по Солнцу, а еще и по асценденту и Луне. Потому что по асценденту чаще всего проигрываются, к примеру, у меня события именно по асценденту. По Солнцу не так часто. Либо бывает, что они переплетаются и по Солнцу, по Луне и по асценденту события. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях, я для вас бесплатно рассчитаю, но обязательно пишите точное время рождения, место рождения, именно где вы родились, и дату рождения. Многие в прошлых роликах мне писали, спасибо вам большое за доверие. Под каждым видео более 500 или более 1000 комментариев. Я стараюсь каждому отвечать. Я до сих пор рассчитываю, но очень-очень много комментариев затерялось. Мне пишут, что вы мне не рассчитали. Я захожу, у меня от этого пользователя, к примеру, только один комментарий. Поэтому не переживайте, я всем рассчитаю и пишите под этим видео. Если я в прошлых роликах не рассчитала, пишите под этим видео, я все рассчитаю, вы будете правильно смотреть свой гороскоп. Если вы хотя бы знаете приблизительное время, плюс-минус 2-3-4 часа, пишите, я рассчитаю несколько возможных для вас асцендентов, вы сравните и поймете, что вам ближе. Но если вы вообще не знаете точно времени рождения вообще, то лучше найти в интернете астролога, который рассчитывает по важным событиям из вашей жизни асцендент. То есть это непростая работа, это называется ректификация астрологическая. Я этого не делаю, поэтому если вы точного времени не знаете, я точный асцендент не смогу рассчитать. Луну смогу, Луну, Солнце я для вас рассчитаю, но точный асцендент, к сожалению, нет. Так, давайте пойдем по датам. 6 июня Венера меняет знак и переходит в знак Тельца и активирует у вас, Овны, второй дом гороскопа. Зону, которая напрямую отвечает за финансы, материальные ресурсы, самооценку, стабильность, чувство внутренней ценности и то, как вы распоряжаетесь своей энергией. А также планета Венера у нас планета красоты, удовольствия и радости. И сейчас это один из самых сильных транзитов Венеры, потому что Тельцом она управляет, а значит будет чувствовать себя уверенно, спокойно и дома. Ваша тема на ближайшие 3 недели — это финансы и ценности. Если вы давно чувствовали, что живете в режиме выживания, где все приходится выбивать, доказывать, экономить, соглашаться на меньшее, то начиная с 6 июня у вас будет период, когда вы наконец-то почувствуете, что вы хотите иначе. Хотите не просто зарабатывать, а жить с удовольствием. Хотите не терпеть, а позволять себе вкусное, красивое, теплое, радости жизни. Вы почувствуете внутреннее разрешение жить лучше. И вот с этого момента жизнь начнет откликаться вам.
У вас появится тяга к покупкам, но не импульсивным, а продуманным, нужным и надолго. Это может быть уход за телом, новая одежда, техника, украшения, предметы интерьера, все, что делает вашу жизнь комфортнее и мягче. Могут прийти деньги, и не обязательно большие суммы, но что-то материальное и ощутимое. Может быть подарок, перевод денежный, оплата за что-то или возможность заработать. Кто-то из овнов может выйти на новый источник дохода, кто-то на клиента, с которым легко, или какой-то крупный заказ может быть. Это время, когда Вселенная говорит вам, что вы стоите большего. Также Венера может дать возвращение уверенности в себе. Если вы в последнее время чувствовали, что вас обесценивают, не замечают, вы многое делаете, но отклика мало, то этот транзит даст шанс изменить это ощущение. И дело даже не в словах, а в вибрациях. Вы будете транслировать совершенно другое. Больше уверенности, больше вкуса, больше внутреннего согласия с собой. Люди это будут считывать и начинать реагировать по-другому. Венера пробудет в Тельце почти месяц, и это очень хороший период, чтобы запускать дела, бизнесы, связанные с финансами, продажами, внешностью, голосом, красотой, едой вкусной, телом, женскими продуктами. Все, что можно потрогать, попробовать, почувствовать. Ваш голос может звучать приятнее, ваши слова будут продавать лучше, ваша внешность будет притягивать клиентов и нужных людей. Венера однозначно принесет вам прибыль в ближайший месяц. Еще важный момент: в этот же день, 6 июня, Меркурий будет образовывать гармоничный аспект с Хироном. Это означает, что можно проговорить свои раны, особенно те, которые связаны с темой «я недостойна» или «недостоин», «мне нельзя просить», «я слишком многого хочу». Это очень хороший момент, чтобы поговорить о деньгах, о ценности своей работы, обсудить оплату и заявить о себе. Вы можете услышать в ответ не «нет», а «да», «ты права» или «прав», или даже не словами, а через действия вам это покажут. Пока Венера будет идти по вашему второму дому, все это время она будет выравнивать вашу финансовую зону, восстанавливать вкус, стабильность и напоминать вам, что не нужно бороться, чтобы быть достойным чего-то. Иногда нужно просто разрешить себе получать. Поэтому в ближайшие недели наблюдайте, где вы по-прежнему выбираете выживание и где можете выбирать удовольствие, где экономите на себе и где можете вложить в себя, где соглашаетесь на минимум, а где можно сказать «я хочу иначе». Венера даст вам шанс не просто заработать, а почувствовать, что вы можете жить в своем темпе, своим вкусом и своими руками притягивать нужное. Не упустите этот поток энергии. Он мягкий, но он очень мощный и ценный. Именно сейчас вы можете заложить новую стратегию заработка, отношения с деньгами и самим собой. Сейчас небольшая информация для тех, кто говорит, что я очень быстро разговариваю. Я стараюсь уместить как можно больше полезной информации в видео и не растягивать его на час-полтора. Специально в видео в правом верхнем углу там есть значок шестеренки, и придумана такая функция, как скорость. Можно ускорять мою речь, а можно и замедлять, если вам удобно. Спасибо за ваши комментарии, пишите, я всегда обращаю внимание, всегда отвечаю. Насчет скорости, я в прошлых видео тоже говорила, вы можете ее сами регулировать. 9 июня происходит одно из важнейших астрологических событий года. Юпитер, планета удачи, роста, расширения горизонта, вдохновения и щедрых возможностей, переходит в знак Рака и запускает для вас, овны, новый астрологический цикл на 12 месяцев. Это значит, что на целый год меняется ваш фокус и включается новая сфера удачи. Для вас это 4-й дом гороскопа, который отвечает за дом места жительства, семью, внутреннюю стабильность, корни и чувство защищенности. Все, что связано с переездом, оформлением жилья, созданием уюта, укреплением отношений с близкими, возвращением к истокам или наоборот уходом от прошлого, все становится в приоритете. Юпитер может принести расширение семьи. Может быть, вы съедетесь с родными, с родителями, родственниками. У кого-то это будет эмиграция, покупка недвижимости, беременность или обретение своего места в мире. Это также год, когда вы учитесь строить опору не только во внешнем, но и внутри себя, через заботу, доверие близких и эмоциональное равновесие. О том, как Юпитер в Раке повлияет на каждый знак и на наш мир в целом, я записала отдельное видео, и в описании под этим видео оставлю на него ссылку.
Пишите, как у вас проигрался прошлый транзит Юпитера в Раке, который был с 13 по 14 год. Что у вас происходило в жизни тогда? Очень многие пишут в комментариях, что в тот период у них родились дети, и я думаю, что в этом году также у многих будет расширение состава семьи. Я вспомнила, что у меня происходило тогда, и как раз в 2013 году у меня родился мой младший брат. Тоже расширение состава семьи. Так, далее у нас 11 июня. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. Оно активирует у вас, Овны, ось 3 и 9 домов. Ось мышления, знаний, убеждений, обучения, документов, поездок, иммиграции и мировоззрения. Полнолуние в 9 доме — это всегда момент, когда завершается один из циклов, связанных с тем, как вы видите мир, к чему вы стремитесь, во что вы верите и насколько вообще вы позволяете себе жить шире, свободнее и по своим правилам. 9 дом отвечает за все, что расширяет: путешествия, высшее образование, духовные практики, международные дела, публикации, контакты с иностранцами, иммиграцию, религию, смысл. Полнолуние высветит ту часть жизни, где вы давно переросли себя прежнего. Это может быть решение о переезде окончательное, это может быть обучение, подача документов на иммиграцию или визу, завершение учебного курса, сдача экзамена, публикация, выход на новую аудиторию. Может всплыть тема юридических вопросов, писем, международных контактов. Кто-то из вас получит важную новость из-за границы, кто-то поймет, что нужно уезжать, а кто-то, что пора делиться своими знаниями, выходить в люди, говорить, преподавать, запускать канал, блог или лекции. Полнолуние может дать вам осознание, что вы изменились, что вы больше не хотите быть в втиснутых рамках, что вы хотите видеть мир по-другому совершенно. Может, кто-то из вас наконец-то решится на путешествие, которое долго откладывал. 9 дом еще и связан с 3 домом. Значит, все, что вы понимаете сейчас на уровне философии и смысла, вскоре нужно будет перевести в конкретные действия и шаги. Сделать документы, подать на визу. Управитель этого полнолуния Юпитер, который уже находится в Раке, а значит, все это расширение связано с темой дома, семьи, эмиграции, корней и внутренней опоры. Именно поэтому у многих из вас может начаться процесс, что вы захотите уехать, переселиться, или вы будете искать, где ваш настоящий дом, а не просто адрес. Это не будет импульс, это будет зрелое, выстраданное решение. Также важно понимать, что это полнолуние проходит вблизи узловой оси, и все, что сейчас проявляется, будет иметь продолжение в ноябре. Это не финал, это первый серьезный щелчок на тему, в какую сторону вы хотите расти и куда двигаться. Вам очень важно сейчас прислушаться к себе. Какие идеи больше вас не вдохновляют, какая среда сковывает, какая страна, путь, система или философия вам близка. Может быть ощущение, что надоело бояться, надоело жить чужой жизнью. При этом важно понимать, что это не просто эмоции, это уже решение, подкрепленное опытом. В ближайшие дни вы можете получить знак, письмо, переписку, новость или просто внутреннее состояние, что вы выросли, и тогда все начнет меняться. Не бойтесь шагать в новое. Это полнолуние дает масштаб, и он теперь на вашей стороне. Многим овнам это полнолуние даст окончательный ответ на ваши вопросы. Может, кто-то из вас ожидал документов из-за границы, кто-то оформлял визу, ПМЖ, гражданство, кто-то только сейчас на это решится. Все, что связано с дальними землями, с путешествиями, с эмиграцией, с документами, с юридическими делами. Может, у кого-то из вас судебные дела. Все может решиться вблизи полнолуния. 17 июня Марс, планета действия, силы, мотивации, физической активности, переходит в знак Девы и активирует для вас, Овны, 6-й дом гороскопа. Это зона, связанная с работой, рутиной, здоровьем, телом, распорядком дня и служением. В отличие от периода, когда Марс был во Льве, вы больше ориентировались на самовыражение, творчество, желания,
Теперь начинается этап, когда вся энергия направляется в сторону структуры, порядка, эффективности и ответственности. Это не время играть, это время собраться и наладить то, что разболталось. 6-й дом – это дом наведения порядка. И когда туда входит Марс, вы начинаете не просто хотеть изменений, а реально ими заниматься. В повседневности возрастает ритм, появляется много задач, мелких дел, обязательств. Вы можете почувствовать, что перегрузили себя, потому что все сразу будет требовать вашего внимания. Очень важно не распыляться, а выстроить четкий распорядок. Иначе Марс в Деве может дать вам раздражение, придирки и усталость. Это очень хорошее время, чтобы пересмотреть питание, запустить утреннюю практику, вовлечься в заботу о своем теле, здоровье. Это может быть мотивация заняться спортом, организовывать домашнюю или рабочую систему и рутину. Также активируется тема работы. Может быть больше заказов, больше загрузки, срочных дедлайнов, появятся клиенты, задачи, и вам придется быстро адаптироваться к новому ритму. Важно не выгорать и не брать на себя все сразу. Сейчас ваш фокус с того, что вы хотите, перемещается на то, что вы можете сделать. Это очень хорошее время, потому что наконец-то вы начнете закрывать давно висящие дела, оплачивать счета, структурировать свой день, свой график, свою рутину, заботиться о своем теле, лечиться, разбирать и доделывать домашние дела. Также активизируется тема домашних животных, если они у вас есть. Это могут быть вопросы, связанные с ними. Может, нужно пойти на плановый осмотр к ветеринару. Так как 6-й дом отвечает за здоровье, то в это время организм может давать вам сигналы, и если вы не слушали себя раньше, то они могут стать громче. Может прийти необходимость лечения, похода к врачу, анализов, плановых каких-то процедур. У кого-то из овнов включится тема чисток, от телесных до энергетических. Это хорошее время для детокса, режима, диеты, системной заботы о себе. Но это еще и период, когда чрезмерный контроль и перфекционизм могут вызывать зажимы и психосоматику, особенно в области пищеварения, спины, кожи и шеи. Поэтому работайте, но не выгорайте. Прислушивайтесь к своему телу. Делайте шаги, но не наказывайте себя за несовершенство. Этот транзит Марса в Деве может вернуть вам контакт с реальностью. Не с идеями, не с мечтами, а именно с рутиной, порядком, заботой и делами. Если вы правильно выстроите этот этап, он даст вам уверенность, восстановит ваш ресурс, и уже к августу вы сможете перейти на следующий уровень. Все, что вы начнете делать в эти дни, особенно связано с дисциплиной, телом, здоровьем, будет иметь потенциал закрепиться надолго. И это идеальное время для запуска здоровой привычки, режима, физической активности и новых рабочих процессов. Используйте энергию Марса в Деве осознанно, и он станет вашим союзником в наведении порядка во всех сферах жизни. 21 июня Солнце переходит в знак Рака и запускает у вас, Овны, активное включение 4-го дома. Дома, который отвечает за дом в буквальном и глубинном смысле. Место, где вы живете, ваш быт, ваши родственные связи, эмоциональные корни, семейные отношения, прошлое, чувство защищенности и внутреннюю опору. Переход Солнца в этот сектор всегда направляет внимание внутрь, к себе и к своим истокам, к тому, где вам спокойно и безопасно. Это не про демонстрации и внешние цели, это про возвращение в точку покоя, где вы можете перезагрузиться и понять, на чем вообще держится ваша жизнь, в чем ваши корни, кто вас держит, где вы живете и с кем, и хотите ли вообще вы жить дальше так, как сейчас живете. Это время, когда в фокусе оказывается все, что связано с жильем, семьей, близкими, домом, бытом, отношениями с родителями, переездами, арендой, ремонтом, созданием уюта или попытками отдалиться и выстроить свои границы. Все эти темы Солнце высветит для вас в июне. Многие из вас могут столкнуться с ситуациями, в которых будут всплывать родовые сценарии, подсознательные реакции, особенно если вы долго пытались от них отгородиться. К примеру, вы поступаете так, как поступала ваша мама или ваш отец, хотя вам не нравились их поступки.
Но в этом и есть сила этого транзита. Вы можете осознать, что вы готовы выстраивать свою опору, свой дом, свою зрелую семейную историю, не повторяя чужую. Напротив 4-го дома у нас еще и 10-й, поэтому у многих овнов может быть в этот период высветится статус. Кто-то из вас станет родителем, кто-то выйдет замуж, женится, кто-то разведется. Все, что связано с семьей, домом. Может, вы просто подпишете договор аренды, купите жилье и станете собственником, тоже меняется ваш статус. Все, что касается статуса, может высветиться в этот день. Или кто-то из вас наконец-то получит документы о месте жительства, ВНЖ, гражданство, грин-карту. 4-й дом связан с мамой, может быть Солнце высветит какие-то события, новости в жизни мамы. 23 и 24 июня Солнце соединяется с Юпитером в вашем 4-м доме. Как вы заметили, в июне 4-й дом для вас ключевая тема. Это одно из самых сильных моментов месяца, когда тема дома, семьи, места проживания, уюта и внутренней стабильности выходит на первый план. Вы можете почувствовать желание переехать, оформить жилье, начать новую семейную жизнь, найти свое место или выстроить устойчивость в быту. Это аспект большого расширения, появляется надежда, возможности, энергия создать прочный фундамент под собой. Но сразу после этого соединения включаются два напряженных аспекта. Квадрат Солнца и Юпитера к Сатурну и Нептуну в вашем 1-м доме. Это дает сильное внутреннее напряжение. С одной стороны, хочется уюта и поддержки, а с другой — ощущение, что вы на пределе, что все на вас держится, что вы сами себе и опора, и стены. Сатурн давит на вас, что вы должны быть сильными, что нельзя расслабляться. А Нептун может наоборот запутывать вас и обострять уязвимость, вызывать страх, слезы, чувство, что вы не справитесь, что вы устали. Вот все это, оно изнутри. Это вы к себе придавляете завышенные ожидания, и именно в этом есть точка вашего роста. В этот день могут быть сложные разговоры в семье, конфликты, недопонимания с родными, с партнером, особенно если дело касается переезда, совместной жизни, распределения обязанностей, поддержки и оформления документов. Может всплыть тема, почему все держится на мне, или наоборот, что вам страшно, потому что вы больше не хотите тянуть все на себе. Эти аспекты обостряют ощущение одиночества, даже если вы не одиноки. И при этом они помогают вам увидеть, где вы слишком давите на себя, где пора перестроить личные границы и где вы нечестны с собой. Это очень мощный момент внутренней зрелости. Вам нужно просто осмелиться и сказать, что вы нуждаетесь в помощи, что вы устали, что вы хотите жить по-другому. И тогда начнется перестройка. Просто признайтесь себе в этом и скажите и заявите об этом окружающим и тем людям, с кем вы живете и делите быт. Прислушайтесь к себе, что вы на самом деле хотите, кто рядом с вами в этом доме и на каких условиях, где вы живете и чувствуете ли вы себя в безопасности. Переоценка этих вопросов может стать началом совершенно другой жизни. 25 июня происходит новолуние в знаке Рака, опять же в вашем 4-м доме. Это значит, что запускается совершенно новый цикл, связанный с домом, жильем, семьей, внутренним покоем и эмоциональной устойчивостью. Новолуние — это как точка посева на будущее. То, что вы сейчас почувствуете или заложите, будет разворачиваться в течение месяца или даже полугода до полнолуния в знаке Рака. 4-й дом — это не просто стены, это корни, опора, близость, род, ощущение, что вы в безопасности. Новолуние в 4-м доме, новолуние — это всегда что-то новое, поэтому в 4-м доме оно может принести массу реальных перемен, которые могут быть связаны с жильем. Может быть, это будет подписание договора аренды, покупка квартиры, оформление документов на жилье, обсуждение совместной жизни. Может, вы съедетесь вместе, наконец-то начнете жить с кем-то, переезд к партнеру или наоборот отдаление от семьи. Кто-то решит выехать в другую страну, кто-то съедет от родителей, кто-то наоборот переедет к ним временно, или родители к вам переедут. Может появиться новый член семьи, ребенок, племянник, партнер сына или дочери. Вы можете узнать, что кто-то из ваших близких ждет пополнения, или вы сами решитесь на шаг к родительству. Также возможны изменения статуса.
Вы или ваш партнер можете получить повышение, сменить должность, и это повлияет на семейный уклад. Также, возможно, новая волна разговоров с родными, попытка понять друг друга, переосмыслить прошлое и переосмыслить, с кем и как вы хотите жить дальше. Кто-то из вас может решиться на разговор с близкими не как обычно, а по-другому, может решить и высказаться. Или вы услышите что-то важное, что поможет понять вам, где ваш настоящий дом и кто те, с кем вы хотите этот дом строить. У кого-то это новолуние может дать обострение, эмоциональный разговор, ссору с родными. Но за этим стоит возможность вычистить старую боль, сценарии, претензии и наконец-то перейти на новый уровень. Сейчас у вас есть возможность высказаться, сказать то, что вас не устраивало раньше. 26 июня Меркурий переходит в знак Льва и включает ваш 5-й дом. Зону самовыражения, творчества, флирта, детей, удовольствия, медиа, харизмы, блеска и личной активности. После довольно длительного фокуса на внутренние домашние, семейные, бытовые темы, вы наконец-то начнете чувствовать желание снова быть ярким, видимым, интересным. Меркурий в 5-м доме дает легкость подачи себя, делает вашу речь ярче, харизматичнее, энергичнее. Вы становитесь заметными, вас хочется слушать, вы тянете на себе внимание. Появляется вдохновение делиться мыслями, записывать видео, говорить на публике, флиртовать, писать публикации, появляться в медиапространстве, запускать творческие проекты. Вот из Овнов будут активные разговоры с детьми, обсуждение воспитания, образования, поездки с ребенком или на отдых вместе с ним. Кто-то начнет общение с новым партнером, легкое, флиртующее, игривое. Это может быть период новых романтических историй, живых переписок, обновления в отношениях. Кто-то из вас может записаться на курсы или записать своих детей на курсы, связанные с творчеством, дизайном, сценой. Пока Меркурий идет по 5-му дому, вас могут заметить, вы можете быть в центре внимания. И если до этого вы просто сидели в тени, тогда используйте шанс выйти на сцену, высветить себя, если вы этого хотите. Июнь для вас, Овны, это не просто месяц, это фундаментальная точка перестройки. Планеты буквально выстраивают вас по-новому. Сначала изнутри, через эмоции, через прошлое, родовые сценарии, внутренние конфликты, а затем через внешние решения, которые начинают формировать вашу новую реальность. Главный астрологический акцент июня на 4-м доме. Это дом семьи, жилья, ощущение безопасности, корнях, личной опоры. Именно здесь проходит новолуние, соединение Солнца с Юпитером, и именно сюда приходит Юпитер на ближайший год. Вы входите в самый важный цикл, связанный с тем, где и с кем вы живете, и кто и что вас питает, откуда вы черпаете силу. Ось 4 и 10 домов становится главной, и значит то, как вы выстраиваете внутреннюю опору, напрямую влияет на вашу внешнюю реализацию. Без ощущения дома вы не сможете двигаться вперед в карьере, деньгах и отношениях. Астрологический фокус говорит вам, что сначала нужно стабилизировать почву под ногами, потом строить все остальное. Солнце и Юпитер в соединении запускают долгосрочную программу. Вы можете за ближайшие недели сделать шаг, который повлияет на весь год. Это может быть переезд, оформление документов, решение о создании семьи, покупка жилья, внутренний сдвиг в сторону стабильности. Сатурн и Нептун требуют от вас действовать не из страха, а из сознания. Не жертвуйте собой ради комфорта других. Этот месяц, когда вы закладываете основу на год вперед. И чем честнее вы сейчас с собой, тем устойчивее будет все, что вы начнете в июле. Не убегайте, не спешите, не перескакивайте этот этап. Вам дается шанс выстроить дом в себе и вокруг себя. Также хотела вам сказать, что я создала Инстаграм. Со временем буду делиться своей личной жизнью там, астрологическими советами. Можете подписываться. В закрепленном комментарии оставлю название своего Инстаграма. Если вы не можете меня найти, можете в описании канала
перейти, там прямая ссылка. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, лайков всегда очень мало. Пишите комментарии, как проигрывается у вас июнь, как у вас проигрался май. Я все читаю и всем стараюсь отвечать. Если вам нравятся мои гороскопы, мои видео, можете оставлять супер спасибо прямо под этим видео возле кнопки подписаться. Еще раз спасибо за просмотр, желаю вам счастливого июня, дорогие овны.